Марта шла к железнодорожной станции, когда вдруг услышала громкие звуки, доносившиеся с лестницы. Там сидела женщина и вела себя совершенно истерично. Когда люди пытались подойти ближе, она кричала на них. Марта понятия не имела, что происходит, но одной вещью, которая привлекла ее внимание, была женская сумочка. Когда она попыталась подойти ближе, то услышала тиканье. Ей пришлось вызвать полицию. Женщина сильно поцарапала офицера. Теперь несколько офицеров пытались склонить женщину к сотрудничеству. Спокойный подход, казалось, был лучшим способом добиться этого. На мгновение показалось, что женщина была спокойна, но потом что-то произошло. Казалось, она работала с офицерами, когда вставала, но когда один офицер попытался схватить ее за спину, она мгновенно отреагировала. Она продолжала сопротивляться полицейским. Это было похоже на то, как если бы она пыталась защитить сумку ценой своей жизни. Это может быть очень плохо. Женщина продолжала яростно замахиваться на офицеров, которые теперь достали свои электрошокеры. Они не хотели их использовать, но очень скоро им пришлось это сделать, если их собственное здоровье могло оказаться в опасности. Они не знали, на что способна эта женщина. В конце концов, им это надоело, и они оглушили женщину. Она упала на землю, и трое полицейских мгновенно набросились на нее, чтобы задержать. Это был их единственный шанс. Они даже нашли у нее в кармане маленький нож. Все могло обернуться гораздо хуже, но сумка все еще есть. Что не так с упавшей за сумкой? Когда на нее надели наручники, офицер продолжал задавать вопросы о сумке. Женщине, стоявшей прямо, казалось, было уже все равно. Она играла жертву. Она даже не сказала ни единого слова офицеру, но внимательно следила за самой сумкой. Она продолжала отказываться отвечать офицерам. Было похоже, что она даже не понимала, о чем они говорят. Возможно, она была под каким-то воздействием, но они не могли сказать наверняка. Ее пришлось доставить в полицейский участок для допроса. Офицеры, которые все еще были в поле зрения, неохотно открывали сумку. Женщина так яростно защищала его, что они испугались того, что могло находиться в сумке. Женщину приводят в комнату для допросов для дачи показаний. Наконец-то она казалась очень спокойной. Они тут же начинают засыпать ее вопросами. Она просто продолжала смотреть на них, не произнося ни слова. Это было бесполезно. Тем временем весь железнодорожный вокзал закрыт. Все поезда были отменены, и специальная команда была на маршруте, чтобы убедиться, что они смогут обыскать сумку, не пострадав. Они даже привезли с собой робота, чтобы им не приходилось подходить близко. Теперь вокруг станции собралось еще больше людей, пытающихся выяснить, что произошло. Полиция пыталась установить личность женщины. Они даже опубликовали фотографию, чтобы заставить людей предоставить им больше информации о женщине, но, похоже, это не сработало. Они продолжали пытаться заговорить с девушкой, но это казалось тщетным. У нее не было намерения разговаривать с офицерами. Они должны были знать, кто она такая. Они пытались снять у нее отпечатки пальцев, но для этого ее пришлось связать. В конце концов, они получили их и попытались провести проверку биографических данных. Им пришлось подождать пару минут, пока они не получили результаты. Когда они вернулись, оба офицера побледнели. Не было абсолютно никаких результатов. Это, должно быть, означает, что на самом деле она не из этой страны. В тот же момент кто-то еще обыскал ее куртку. Обыскивая куртку девушки, они нашли кое-что интересное. Они уже нашли записку у нее в кармане, но теперь они обнаружили иностранную валюту и в ее куртке. Тогда они, наконец, получили то, что хотели. Они действительно нашли заграничный паспорт. Это означало, что теперь они знали, откуда она родом и когда приехала сюда. Но при попытке получить эту информацию они не получили никаких результатов. Эта девушка, вероятно, незаконно пересекла границу. Им пришлось нанять переводчика. К счастью, у них в офисе был кто-то, кто говорил на ее языке. Они быстро позвали ее спуститься в комнату для допросов, чтобы помочь им. Нельзя было терять времени. Возможно, эта женщина сделала нечто большее, чем просто оставила сумку. Когда я попытался заговорить с ней, она полностью вышла из-под контроля. Она сказала переводчику, что ей очень жаль, но она продолжала повторять, что не сделала ничего плохого. Очевидно, муж заставил ее что-то сделать.
У нее началась такая истерика, что она набросилась на переводчика. Они решили поместить ее в изолятор, пока переводчик приступит к расшифровке таинственной записки, найденной в ее кармане, которая, по-видимому, содержала какую-то важную информацию для раскрытия этого дела. Тем временем специальная команда прибыла на железнодорожный вокзал, чтобы вскрыть сумку. Они пришли в огромных противовзрывных костюмах, потому что у них было ощущение, что в сумке может находиться что-то похожее на взрывчатку.